Вы когда-нибудь были в огромном кратере от метеорита? Если нет, то оставайтесь с нами. Сейчас мы сюда заходим. Сегодня мы приехали в Баварию, и сейчас мы находимся в городе под названием Нёрдлинген. Мы сейчас как раз проникли в центральную часть за крепостную стену, средневековую крепостную стену, которая окружает весь этот город. Вообще город уникален тем, что он находится внутри крепостной стены, которая идет по кругу. Город, если сверху на него смотреть, он круглый, ну практически круглый, и весь окружен этой средневековой стеной крепостной. По центру стоит высокая церковь с башней, на которую можно забраться. Этот город на самом деле очень интересный, но покажем мы его вам чуть позже. Интересная история у нас получилась с нашим отелем. Мы его забронировали и проплатили наперед. Там было написано, что мы будем доплатить здесь на месте 6 евро. Вчера бронировали его. По вашим рекомендациям, друзья, вы сказали, зачем вы ходите пешком и ищете отели в городе, теряете время, нужно бронировать заранее. Так и сделали. И вот сейчас мы пришли, и там высвечивается сумма. Нам нужно доплатить 19, практически 20 евро за этот отель. Но потом мы разобрались, оказывается, мы просто пришли рано, на целый час раньше. В отель можно заселяться с 15 часов, то есть с 3 часов дня. И если мы придем через час, то у нас как бы не должно быть никакой лишней доплаты. Мы хотим вам рассказать о том, что мы в шоке от YouTube, от его непостоянства. Сейчас мы с Ладой вот нашли такое кафе, написано кафе-мороженое, но мы видим, там можно и перекусить. Поскольку у нас еще до аренды отеля остался целый час, мы зайдем в кафе и там вам расскажем, что мы заработали на YouTube и почему он такой непостоянный, что происходит, какие там у них по ценам скачки. В общем, мы зашли попить чайку, но потом решили заказать еще пиццу. Пицца, кстати, стоит около 10 евро, да? И чай по 2 Пицца стоит 8,50. Сейчас как раз пользуюсь моментом, пока мы ожидаем, когда можно будет заселиться в отель. Мы вам хотим рассказать о том, сколько мы заработали денег на YouTube за последние 4 месяца. То есть за все те 4 месяца, когда мы, в общем-то, и работаем официально на YouTube и открыли монетизацию. До этих пор у нас монетизации не было на канале. Сейчас я вот открыл творческую студию YouTube. И в ней буду вам показывать все данные. Начнем с того, что наши просмотры вообще отображаются вот здесь. Они выросли за это время. Вот мы начинали, у нас было всего лишь, скажем, 400 с чем-то тысяч просмотров за месяц. А сейчас у нас уже гораздо больше. Например, давайте посмотрим за декабрь. За декабрь просмотры у нас выросли до 810 тысяч за месяц, да? То есть постоянно растут подписчики, постоянно растут просмотры, но при этом за декабрь у нас денег меньше получилось, меньше мы заработали. Почему меньше? Потому что упала цена за 1000 просмотров, об этом надо упомянуть, не все ютуберы об этом знают, мы сами об этом... То есть не бойтесь, мы сами сразу перепугались, но потом мы разобрались и поняли, что это так и надо, это каждый год такое вот спад активности рекламодателей, да. То есть получается, что перед Новым годом рекламодатели активно проплачивают рекламные бюджеты, и YouTube ставит много рекламы, как это, горячий сезон, да. И потом начинается с середины декабря спад. И сейчас вам покажу, например, наши видео, вот контент. Например, видео, которое выпущено было недавно. Переходим на эффективность видео. И здесь есть такая вкладка, на которой... доход. Сейчас, минутку. Доход. На этой вкладке видно, что оплата за 1000 просмотров всего лишь 2 евро 24 цента.
И это уже вот такая цена, она держится с середины декабря до середины января. На следующем уже видео у нас уже начали расти доходы. Следующее видео уже оплачивается, сейчас быстро перейду, уже оплачивается доход по 3 евро 87 центов. Ну вот основная сумма, о которой я говорила. Вот. Сумма оплаты от рекламодателей То есть, 8,31. да, это как, знаете, вот как на рынке. Покупаешь за такую сумму, потом платишь тому, 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 и у тебя на руки приходит 3,87. То есть начальная сумма 8 от рекламодателей, потом оно всем по карманам, и нам приходит 3,87. Да, то есть, еще раз говорю, с середины декабря по середину января цена упала наполовину. То есть, если у нас видео могло заработать приблизительно 400 евро в декабре, да, в ноябре и в декабре. Три раза упала Даже цена. упала, да? То есть, сейчас у нас эти видео зарабатывали всего лишь по 150-200 евро, вот 223 евро, это максимум. Это существенно ударило по заработкам общим. И сейчас я вам показываю общие заработки. Вот переходим на вкладку монетизация. И здесь мы видим сумму, которую нам еще на карточку она не поступила. Она поступит с 21 по 26 января. Эта сумма 2300 евро. Это за декабрь. 2300 евро за декабрь. Давайте теперь посмотрим, сколько всего за 4 месяца. Вот видите, здесь первых 3 месяца отображается. Сначала в октябре нам пришли деньги за сентябрь 1823, потом пришла сумма 2302, потом пришла сумма 2665, видите, какой был рост. И теперь спад 2300, и в январе вообще всего лишь пока за полмесяца заработано 654 евро. Но мы январь пока не будем трогать, давайте эти 4 месяца вместе посчитаем. Тут выходит сумма 9090 евро мы заработали за 4 месяца прошлого года, с сентября по декабрь. И я считаю, это хорошая сумма, но мы пока не можем сказать, сколько будет с нее уплачено налогов, потому что мы не знаем точно, как работает немецкое законодательство. Если это годовой подсчет, да, а мы не вышли за пределы 10 тысяч, то с нас вообще не будут Но брать мы налог. работали только 3 в году, мы работали только 3 месяца. 4 месяца, да. Может быть, они возьмут и подсчитают средний заработок за месяц, потом они могут назначить высокий налог, и который нужно платить наперед. Знаешь же, все налогоплательщики ежемесячно платят наперед Каждый сумму. месяц наперед. Да, а в конце года им пересчитывают. Если они переплатили, им возвращают. Если они не доплатили, то им приходится доплачивать. Ну, в общем, вот такая картина у нас с деньгами, друзья. Сейчас мы пробуем свою пиццу, которая называется Маргарита. И идем в отель. Заселяться в отель. Да. Кафе оказалось недорогим, мы заплатили всего лишь 8,50 за пиццу и Да. по 2,60 за каждую чашку чая. Оказалось 13 евро 70 центов. И все. Очень вкусно. Идем снимать свой номер в отеле. Класс, тут супермаркет есть, мы здесь купим какие-нибудь продукты, будем в отеле есть. Мы взяли с собой кипятильник. Супер. И вообще мы вам расскажем, друзья, сколько вообще мы тратим на свои путешествия. Вот просто вот чек возьмем, сделаем, подсчитаем, сколько у нас стоил отель, сколько у нас стоила еда, сколько у нас стоил проезд. Ну, вот, допустим, на двухдневное путешествие по Германии. Вот наш отель, и мы сейчас можем уже заселяться. В принципе, ровно в 3 надо, сейчас без 2 минут 3. Ладусь, еще целых 2 минуты нужно подождать. Мы пока покажем атмосферу здесь. Вместо того, чтобы на стойке регистрации был человек, здесь просто какая-то электронная система, на которой, возможно, мы сами должны отметиться, получить ключ как-то электронно, не знаю. Но может быть и есть и человек, по крайней мере здесь есть ресторан. Должен же быть и бармен, кто-то нам объяснит, как нам получить свой номер. Hallo. 2 Minuten, ja? Nein? Aha, geil. Okay. Müssen hier mal Name eintippen? Aha. Schreiben. Okay, suchen. Ja, wir müssen noch bezahlen oder Nee, nein? müssen Sie nicht. Nee?
О, danke О, schön. да, це ж- А 6 Euro? 6 Euro? Nein? Nein? Okay. Ab 22:30 ist alles geschlossen. Da kommen Sie mit der Karte nur noch über den Nachtausgang rechts Ага. rein. Danke schön. Dankeschön. Danke schön. Aufzug, ja? Oder Treppe? Трепем, да. Короче, друзья, смотрите. Вышло так, что мы думали, что нам еще доплачивать придется 6 евро. С этим бронированием очень сложные вещи происходят, непонятные вообще. Там цены просто. Сейчас расскажу вам про это. Видишь, тут Да. даже вход на этаж закрывается. Не то, что этот... Вот это, да? Сейчас 102. 112. А, 112. 112. Такой длинный коридор. Тадам! Срабатывает. Итак, 42 евро. Это шикарно, да? В этот раз даже дешевле, чем было в прошлый раз. И лучше, по-моему. Ну, мне кажется, этот номер поменьше, но тоже есть диванчик дополнительный, как бы, но тут уже человека не положишь. Никакого, маленький. Меньше места в нем. Мне кажется, кровати удобнее будут. Там Видно, все-таки конечно. были неудобные кровати. Давай, включай свет. О, Видишь, как я уже? научилась, да? Ну, шкафа, как обычно, нету, да, я вижу, тремпеля просто на Вау, стенке висят. посмотри. Какой Тоже санузел. серенький, да, санузел? Да. Хорошо сделано, большое зеркало, прозрачная душевая кабина, все в одном уровне. Есть какие-то мыльные принадлежности. У меня не хватает рук просто, здесь надо вот так вот нажать, чтобы снизу капнула капля. Не буду этого пока делать. Все время разные системы. Есть работающий фен, унитаз, туалетная бумага. Нету шкафа, видишь, вот такие вот просто. Вот Ну, поэтому на один он- день он и не нужен. Поэтому он и дешевый, этот номер, потому что шкафа нету. Сушилка есть, да, или это стул? А, это стул такой. Это, да? наверное, стол. Вот сидеть здесь. Мгм. Да, полочки какие-то. В принципе, В принципе, нам все, этого что вполне нужно, достаточно. есть. У нас есть кипятильник Да, тут есть розетки, да. и стаканчики. Видишь, тут даже бутылка Чай с мы водой можем есть. попить здесь, да. И бутылка с водой. Я считаю, очень хороший номер. Мне нравится. Единственное, что тут прохладненько. Вот это Эта градусы, да? система, да, скорее всего, добавляет. Можно это добавить. кондиционер с отоплением. Ну, не знаю. Ты сейчас врубила на жару какую-то, наверное. 25, ну хорошо, 20. Так вот, 4. На разных сайтах он стоит по-разному. Например, на Букинге он стоит 76 или 80 даже евро. А на других сайтах, на каких-то, там было по 50 с чем-то евро. В общем, я нашел за 48. Сайт Чек24, и я там его зарегистрировал. При оплате с меня почему-то сняло 42 евро 30 центов вместо 48. И было написано, что остальные 6 я должен буду заплатить на месте. Но мы сейчас с Владой пришли. Мы, кстати, пришли за час раньше и начали тоже так самостоятельно регистрироваться там на этой стойке. И нам сразу выдало, что мы должны доплатить чуть ли не 20 евро, да, за да. заселение. Потом подошла девушка, мы спрашиваем, почему эти 20 евро, там 19,90. Она говорит, это потому что вы пришли рано. Если вы придете через час, то не будет То есть, никакой получается, доплаты. час стоит 20 евро. Это какое-то что-то. Ну, раннее заселение, считается так, раннее заселение стоит дополнительных денег. Кошмар. Вот центральные ворота города. Стоит такая массивная башня. Сюда в основном все туристы и заходят. И что интересно, здесь есть карта. Карта города с обозначенными на ней достопримечательностями. Посмотрите, город выглядит круглым. Ну, почти круглым. Это вот центральная часть города, которая внутри крепостной стены. И номера, отмеченные здесь, это номера достопримечательностей, которые здесь вот написаны.
Когда упал метеорит? Метеорит упал давно, очень 15 миллионов лет назад. Ладно, ты хотела заметить какие-то явные признаки, Да. да? От метеорита остался настолько большой кратер, что он занимает в диаметре 25 километров, этот кратер. И люди раньше вообще не знали, что это кратер от метеорита. Они считали, что это, возможно, кратер от древнего вулкана какого-то. И только в 60-х годах прошлого века ученые выяснили, что нет. Оказывается, на это место в древности грохнулся огромный метеорит размером где-то приблизительно с километр. Вот размером, как вот эта центральная часть Нёртлингена. Люди здесь жили испокон веков, но первое упоминание про Нёртлинген относится к 898 году нашей эры. Но все равно древний город, да? Какие здесь домишки классные. Я смотрю, здесь очень много интересных магазинов. Вот мы только что прошли очень интересные колбасы, знаешь, такие прям домашние, потом вернемся. Ну да. Много обувных магазинов. Посмотри, это, ну это, наверное, Это выставка. какая-то выставка или Галерея, да. галерея. Мы выяснили, что, оказывается, в японском аниме, в одном из японских мультфильмов, был использован город Нёртлинген как прототип. То есть его срисовали, и события в этом мультфильме происходят именно в таком же городке, в Нёртлингене, только нарисованном, в каком-то японском. Вау, смотри, что прикольное, здесь какие-то животные. Внизу курочки. Класс, давай фотоаппарат, буду фоткать. Стоят два бюргера, и смотрите, у одного в руках гусь, у другого в руках свинья, и они за что-то торгуются. Класс, смотри, вообще. Так, вручаю Ладе телефон для фотографий. Она будет фотографировать то, где мы гуляем. Ну что ж, я вижу, мы близки к центральной площади, которая, как обычно, у них называется Марктплац. Чем ближе к центру, тем больше магазинчиков всяких. Посмотрите, повсюду на первых этажах у них какие-то витрины, одежда, книжный магазин. Фрукты интересные. Я думаю, здесь дороже, чем обычно. Мандарины по 2,95 за килограмм. Почти по 5, почти. Ну, эти вообще по 5, да. Да. Вон там Смотри, есть такая 6 евро стоит вот такая вот. Смотри, сколько тут, 200 грамм. малинка 200 грамм за 6 евро. А смотри, каки. Каки это хурма. Она стоит одна штука евро 95. Это штука, а не килограмм. Мгм. Это очень дорого. Да, Ну, для туристов. Слушай, арбузы, прямо сейчас продаются арбузы. Сколько? На арбузах не написано, но ананас стоит 5 евро. Тоже дорого. Апельсины по 5 евро килограмм. Мгм. Яблоки, ну яблоки почти такие, как есть. Яблоки по 3,40. Мгм. Но заметь, Лада, нету ничего зеленого здесь, ни одного дерева, все каменное. Ну да. Мостовая, стены, камень, никакого ничего живого и зеленого не наблюдается. Это как-то очень даже подозрительно, да? Ну, во-первых, сейчас зима, вот я вижу, дальше дерево есть все-таки одно, да? Но оно без листьев, поэтому его как бы и не видно. Одинокие клумбочки стоят. Ты знаешь, вот чем Германия, она, да, конечно, она без деревьев, но здесь настолько интересная архитектура, что этого даже не замечаешь. Друзья, это центральная площадь, которая называется традиционно в Германии Марктплац. Если вспомнить историю, а история это всегда история войн и каких-то часто плохих событий, то здесь, вот на этой площади, массово сжигали ведьм в средние века. Представьте, когда-то эта церковь была католической, сейчас она протестантская. И тогда, в эпоху инквизиции, многих женщин обвиняли в колдовстве, потом судили и выводили сюда на площадь, разжигали костеры и сжигали. Ты можешь себе представить, люди толпились здесь и смотрели, как бедные женщины, которых явно оклеветали, да? Я так думаю, я вот сейчас думаю, что такое ведьма, да, в те времена. То есть женщин обвиняли в колдовстве. И что это такое? Я думаю, что это просто развитые женщины, которые немножко умнее других, которые где-то поняли что-то по-другому. То есть это вообще более развитые существа, и их просто тут тупо сжигали. Это, конечно, ужас. Возможно, все гораздо проще, Лада. Возможно, это были просто красивые женщины, которые сопротивлялись
Точно. просто скажем, Священникам. не давали священникам и всяким властимущим, и все из-за этого их обвиняли и приговаривали. Вообще, посмотри, какая красота. Да вот, я же говорю. И, кстати, очень неожиданно появилось солнышко под вечер. Лада, может нам с тобой все-таки попробовать взобраться на эту Давай. башню? Если она работает, если открыта, Я еще, готова. пока еще не стемнело. Ну и смотри, тут новогодняя елка еще стоит. Еще не убрали. 4 евро. А, билет для взрослого человека Значит, стоит 4 здесь, евро, наверное. а для детей, школьников по 3 евро. Поезд Ну ничего не написано, что это Айнганг. Дикассе. Давай с другой стороны зайдем. Возможно, это выход. Здесь вообще двери нет, заколочено все. Что-то Надо непонятно. спросить у кого-нибудь. Пока солнце не село, надо бегом зайти на эту башню. Скажи, войс Entschuldigung. Айнганг. Sagen Sie bitte, wo ist die Kasse? Wir möchten ausstehen. Ja. Oben. Oben Kasse. Wir müssen gehen nach oben Ja, und da ist ein dann Mann und kaufen der lässt Sie Ticket. rein, Ja? dann können Sie außen rumgehen. Oh, danke schön. 365 Stunden, Ich weiß. aber ist oben. Wir schauen. 360. 65, so viele Ah, Tage 65. das Jahr hat, so viele Stunden. Viel Spaß. Schön Danke sieht, ja. schön. Danke. 365 ступеней. Класс. Лада, надо зайти, и деньги с нас возьмут уже там, вверху. Вот что мы выяснили, друзья. Я знала уже, что Так что мы идем. Для Лады, конечно, это очень трудное восхождение. я готова. Вот я сейчас готова. Я не знаю, буду я завтра готова или нет. Погнали. Ты на адреналине. Лосгейт. Лосгейт. Ой, так мы уже так далеко зашли. Я уже вижу. Не, ну они прикалываются наш отдыхать. Ну подожди. Да, ты здесь, Мирик. Zu hoch. Das ist fertig oder weiter? Da geht's hochwärts, ja. Nur noch 18 Stunden. 18. Oh, Ja. noch 18 Stunden. 18. 18, oh, 18. Nicht. Sehr weit. Ich habe... Друзья, мы выяснили, что это за башня, как она называется. Вот про нее здесь написано. Называется она Дер Даниэль. Но она изначально так не называлась. И была она сделана для того, чтобы охранить называлась просто пятно. пятно. Да. Да. И вот здесь, где Лада сейчас сидит, здесь сидели два охранника. И постоянно, каждые полчаса смотрели в эти окошки, ну, выходили туда на площадку, осматривали город, нигде ли никто не напал, нигде ли нету пожара, ничего такого. И сообщали об этом городу, звонили, да? Звонили в колокола каждые полчаса. Когда она была построена в 1454 году, начали ее строить и закончили в 1400. Через 50 лет она была закончена. Да, там была какая-то Вот. временная крыша у нее. Но не доделали ее, крыша была не доделана. Потом в нее блиц-шляг упал в 1537 году. Als ein Blitzschlag, это удар молнии, она была разрушена, крыша. Вот. В этом году. Ясно. Потом сделали новую А потом крышу. сделали, да. Ну и теперь она вот такая красавица стоит, и мы на нее зашли. Ой, как раз колокол начал стучать. Слушай, как странно ощущать, он бахает прям по корпусу этой башни. Бум. Вот это да, мы вышли с тобой в самый удачный момент, друзья. Здесь не надо никакого дрона. Вот он, весь Нордлинген, как на ладони. Как на небе. А знаешь, видишь вот те вот горы на горизонте? Это как раз обрамление этого кратера. То есть горы образовались в результате того, что
разбежалась земля по сторонам, и там такой горкой осыпалась. То есть вот так вот все, да? Да. Какой огромный метеорит, ты представляешь? А мне кажется, все-таки метеорит, это же инопланетянская штука, да? Ну да. И она тоже несет какую-то энергетику. А ты знаешь, в этом мире ничего не происходит случайно и зря. И метеориты тоже не падают зря. Ладно, пока я увидел, смотри, мы с тобой зашли с той стороны. Там железнодорожный вокзал. Мгм. Вот мы по этой дорожке зашли. Мы прошли немножко. Но уже увидели, сколько красивого. А представь, сколько тут еще можно посмотреть всяких интересных мест. Еще одна церковь вон там стоит. Жаль, в эту сторону против солнца ничего не видно особо. Ой. И здесь такой узкий проход. Жалко, солнце засвечивает кадр. Ну не страшно, мы сейчас выйдем на эту сторону и увидим другой кадр. Смотри, тут даже елочка есть. Такая споловиненная немножко. С подсветкой. Но реально, посмотрите, это все такая равнина, а по кругу горы. То есть мы находимся в ложбине между гор. Я узнавал, этот город никогда не затапливал водой, потому что он, в принципе, хоть и в яме, но здесь очень хорошая, сделана хороший водоотвод, видимо, и почва, которая впитывает в себя всю лишнюю воду, если что. Хотя, казалось бы, я думал, он будет вообще в яме. Но нет, он просто в окружении стены гор по кругу. Друзья, вы думаете, тут можно двум людям разминуться? Сейчас. А мы с Ладой не толстые. Там рюкзак, правда, у меня есть. Мы еле-еле пошли. Лада просто хочет, чтобы я сфотографировал селфи. И ее было видно тоже. Он, наверное, попросил закрыть дверь, ему, наверное, дует. Дует, наверное, да. Может, уже день закончился? Может быть, да, там же ж какое-то время есть. Нас мужчина там, который продавал билеты, попросил закрыть дверь. Что мы сейчас и сделаем. Наверное, мы были последние посетители. Хотя ее же можно открыть. Просто, наверное, сквозняк. Нет, он... Ну, вообще-то расписание. Danke schön. Tschüss. Bye-bye. Тюз. Да, просто холодно, наверное. Это он нам сказал, да? Видеонаблюдение, да. Посмотрите на этот старый отель. Он находится прямо в центре города. Недалеко от церкви. Вот прямо мы сейчас были на этой башне, да? И рядом этот отель. И было бы классно вот снять его. Но знаете, сколько он стоит? Он стоит 110 или 111 евро. Я вчера смотрел расценки и видел здесь вот этот вот Кайзерхоф, он дорогой был. Там дальше отель тоже написано 95 евро за ночь. Ну как бы хорошо, но буквально вот в 700 метрах отсюда, где мы поселились в современном отеле, за 42 евро. Это же классно. Вот, смотри, пожалуйста, ложись, отдыхай. Вот тебе и набережная, да? Купайся. Ой, уютненько. Чем тебе не... Не гхат, да? В Индии такие места называются гхатами. Там, где ступеньки спускаются в воду. Да, очень умиротворяющая атмосфера в этом месте. Особенно на фоне полуразрушенных домов. Вон, смотри, дом такой старый-старый. И дом напротив тоже старый. Садишься и смотришь на эти вот дома и думаешь О времени, да? о времени, о том, сколько тебе Осталось. жить. Потому что в этих домах раньше жили люди. И не одно поколение людей прошло через этот город. И куда они все делись,
Наверное, Что это было, да, это Да. жизнь, сколько-то жизни. зачем она была, зачем мы все здесь живем. Ну все здесь напоминает о бренности, да. Самая узкая улица в мире находится в городе Ройтлинген. Но она там вообще не улица, там просто проход между двумя домами какими-то, между гаражом и домом. А здесь, Она здесь. да, а здесь действительно похоже на улицу, потому что на этой улице есть еще и мостик, да? Вот мы сейчас по мостику прошли. Здесь можно даже прогуляться и посмотреть в окно. Да. Есть окна. Ох, ты что? На этой улице еще есть окна. Точно, город ведьм. Да. Это скоро рухнет, тебе не кажется? Нет. Оно уже простояло столько же 500 лет. простоит. Да. То есть оно уже вздулось. Ну и что? Мы снова вышли к крепостной стене. И снова та же речушка, ручеек, очередной мост, колесо. Мельница. Да, скорее всего, это была мельница, но колесо сейчас стоит. Все такое аутентичное, старое, не так, как в Мирхайме мы видели, там все реставрированное было. Ну да, там так, просто на показ. А здесь просто вот такое чувство, что здесь как оно, как было, так и Как есть. было, так и осталось, да. Там мы попали в тот век. Ты. Ну и река течет под стеной, так могли же в город проникать вот так, наверное, люди, Ну да? да. То есть эти вот враги Ну да. через На реку. подводная лодка. Да. Мы с Ладой решили, что в ресторанах питаться это очень дорого, и поэтому мы сейчас в супермаркете, в Эдеке, или в Эдеке, не знаю как правильно, возьмем кое-что. Вот нашли Оладики. какие-то блинчики, непонятно, что мы не пробовали. За Такое. 2,50. Если вы думаете, что вот эти яйца продаются только на Пасху, типа крашеные яйца, то вы ошибаетесь. Круглый год продаются крашеные яйца во всех супермаркетах. Крашеные это потому, что они вареные. Вареные, чтобы Готов. различать их Да. от сырых. Смотрите, можно салатик взять за 2,50, вот такой. Я вот на него смотрю, думаю, а что бы не взять? Смотри, вот такая типа котлетка. Давай возьмем. Котлетка. Ее не надо готовить. Я боюсь, не что это надо все ничего. полуфабрикаты, а мы их сырыми есть будем, нет? Прочитай. Сейчас мы прежде инструкцию изучим, а потом Забирают он. готовить. Собирают, ну как 8 надо. минут надо. Да, 8 минут приготовления. Для здоровья мы с Ладой решили подкупить небольшую бутылочку егермейстера. Это сколько? Это пол-литра, да? Это многовато, конечно. Мы Ну, заберем домой. Ну, заберем остатки, да. Егермейстер достойный напиток. Он полезный. Да, им не ужрешься, не упьешься. И он лечебный. Вот мы нашли колбасную нарезку с Ладой. Солями. Солями, да. Евро 79. Салатик, колбаска. Вот, накупили товара. Сейчас посмотрим, насколько, может быть, в ресторан дешевле было сходить. Ну что, мы дома, и мы собираемся поужинать. У нас сегодня такой себе почти домашний ужин. Мы купили все в Эдеке. И это стоило все 22 евро. Вот чек. И при этом у нас есть еще с собой такие вот тарелки, которые мы купили в Хайдельберге. Нам тогда они не пригодились. Есть несколько стаканчиков и кипятильник. Мы можем сделать себе даже чай. Кстати, сам чай тоже мы с собой прихватили. Короче, сегодняшний ужин и завтрашний завтрак. Раз уж яйца крашеные, то надо сыграть в биток. Ты проиграла, теперь я бью по попке, давай. Я Опять ты проиграла. Ну что, настало следующее утро. Мы только что вышли из отеля. Вот наш отель называется Хейлой. Хейлой. Хороший отель, новенькое все. В общем-то, нам понравилось. Еды нам хватило. Еще я в рюкзак положил. С собой сегодня на дорогу тоже возьмем. В общем-то... Все хорошо, но есть одно но. В отеле очень холодно. То есть комфортно ты себя чувствуешь только в ванной, ну, в душе.
и под одеялом. Вот это вот как бы минус. А остальное все шикарно. Сегодня мы с Ладой решили сразу начать с крепостной стены. Смотрите, мы зашли в город и поднялись по вот такой деревянной лестнице прямо на стену. Здесь такие лестницы возле каждой башни есть, я так понимаю. Вот, смотрите, можно просто идти по стене и Да. разглядывать город, выглядывать в такие вот бойницы наружу. Бойницы, из которых защитники города сбрасывали всякие предметы или стреляли. И тут написано, это исторический тур, начинается вот здесь и идет в ту сторону. Поэтому мы сначала хотели в ту сторону идти, но, наверное, лучше в эту. И хорошо. смотри, какая дверь интересная. Тут столько всех было. Вот они начинали тур с такой надписью. наверное. Все оставили свои автографы, да? Да. Ну, молодцы, мы, Вот правда, этим такой заниматься был, не смотри. будем. Олиан. Вот тут флаг унц аля маль. Кстати, не вижу надписей на русском языке. Скорее всего, здесь в большинстве своем были люди из англоязычных, латиноязычных стран. Ну что ж, Los Gates. Два километра 600 метров длится эта стена, если идти по кругу. И вот так мы сейчас прошли от одной башни до другой. Вот мы вышли еще к одним воротам городским. Здесь интересные какие-то есть объекты непонятные. Что это такое? На почтовый ящик похоже. Не открывается. Кто там? Сейчас такая кукушка вылазит. Ку-ку. Открылась? Смотри. А, здесь какие-то открытки. Можно на Эндес. память. Да. Фюрштан Тауэр Эндекер. Ага, это Эндекер. башня. Про эту башню. А это что? Это можно... Hello, Kings. Это для... Печать нужно поставить. Смотри, туда ты. подсовываешь, наверное. Смотри, а ну давай. Не, наверное, другой стороной сейчас. Нету инструкции, нет? Сейчас, подожди. Эндекер. Вот так. Да. Вот так вот. Hier kannst du die Stempel, ja. Hier. О, я почти попал, смотри. Неправильно, вот так. Тут написано сейчас. Ну, почти попали, ладно. Это, смотри, если ты пройдешь, наверное, 5 кругов, то ты каждый раз будешь ставить, и будет понятно, что ты 5 раз обошел город. Ну, у нас всего по разу. Ну, мы, правда, еще не обошли, но все. Сейчас мы держим путь. Ух ты, смотри, какие огромные ворота. Это вообще мы сейчас находимся в башне. Здесь где-то есть музей. Вот. Штатте музеем. Вот он и есть. А, вот это он, да? Да. Но он закрыт, да? Только 6 метров, 0,6 метров. Ну, Ну, музей обычно скучная тема. Это спуск вниз. Historische Rundgang. Это Сюда спуск, можно да. войти в город или из города подняться. А мы пойдем дальше, по стене. Здесь где-то течет ручей, а снаружи течет река. Смотри, какая узкая бойница. Тут просто кому-то в сад выглядываем мы. Друзья, пишите в комментариях, кто знает, почему здесь столько много свиней, почему они везде, даже на крышах. Что это такое? Это... С чем это связано? Да. Ага, вот еще здесь детская площадка за территорией старого города. Жилые дома. Мы с тобой подошли к тому ручью, который видели вчера в полумраке. 1554 год постройки. 554 год, вот это здание, смотри. Да. Интересно то, что этот город не является просто музеем под открытым небом. Здесь везде живут люди. Вот в этих домах, вот этих покошенных домах, посмотри. И вот прямо в этом доме. Их, наверное, задолбали вот такие вот туристы, которые ходят с камерами здесь, разглядывают, заглядывают им в окна. Смотри, окошечки маленькие с такими шторками. Сейчас таких никто не на веревочках, вешает, да? на веревочках. На да. полокна, да, всего лишь. Да. Есть что поразглядывать здесь. Это звонит тот колокол, который мы вчера видели. Да. А слышишь вот этот запах?
это уголь. Это кто-то топит углем. Мгм. Я когда-то был в Германии очень давно, но в восточной части. И меня поразило именно то, что вот такой запах стоял над всем городом. Там тогда, в то время, все топили углем, и этот угольный запах для меня был символом Германии долгое время. Но этот запах хорош. Хороший, да. Вот мы вчера вечером шли и чувствовали другой запах с Да, тобой. И Вчера были каким-то- очень удивлены, как бы неприятно удивлены. Каким-то силосом пахло здесь, причем Во везде. всем городе. Мгм. А сегодня этого запаха нет уже. Вермус нох Да, штемпель. да, вот сюда, наверное, да? Сейчас попробуем. Так, чтобы правильно, вот так вот, наверное. Я не знаю, ну так рассчитай, чтобы попал кружочек на центр вот этой штуки. Мгм. Давай, давай. Не, там, наверное, краска закончилась. Будем считать, что мы проштамповали. Надо было сразу проштамповать там. 2. Но там же написано, какая именно башня. Мы сейчас возле какой-то небольшой башни, выход из города или вход. Видите, под нами проезжают машины. Пахнет дровами, поют птички. Скоро весна, уже день стал прибавляться, и какое-то такое уже немножко даже предвесеннее настроение появляется. Вот здесь появилось. Да. Спасибо вам, птички. Тихонько, друзья. Никому не говорите, что Лада делает. Оказывается, в этом городе во всех камнях находятся алмазы. Лада об этом узнала и решила наковырять немножко алмазов. Лада, получается? Чуть-чуть. Давай, давай, пока никто не видит, потому что здесь детский садик рядом. Вот это вот древние камни и алмазы здесь образовались в этом кратере везде. Прям во всех, да? Да, когда упал метеорит, вся порода сплющилась и образовались алмазы. Поэтому, если ты наковыряешь сейчас много, то у тебя будет целое жмение алмазов. Давай, пока никто не видит. Вон тетенька идет. Так, спрячься. Не, она прошла, давай, дальше ковыряй. Правда, я Ладе не сказал, что эти алмазы микроскопические, они не имеют никакой ювелирной ценности. Ладно, ковыряй, ковыряй там. Разбогатеем. Смотрите, она уже дырку выковыряла. Ладно. Ну, сколько ты алмазов у тебя там уже? Есть? Пока нет. Ну все, сложи в карман, пока полиция не пришла. Сейчас пойдем в ювелирный. Узнаем, насколько денег у нас теперь алмазов. У нас это в дурку не запрут. Не знаю. Все, может быть, уже приехала машина. Видишь, эта машина за тобой, ладно? Прячемся, прячемся. Ой, а мы зашли во внутренний дворик церкви. Я не одна такая. Я думаю, что здесь точно алмаз. Смотрите, друзья, сколько тут дырок всяких. Это такие же охотники за алмазами понаковыривали. Посмотрите, здесь кто-то просто врылся уже. Это не алмаз? Да, конечно, алмаз. Это бриллиант вообще. Все, складывай в карман, и мы отсюда драпаем. А то скажут, вывезли. Знаешь же, в Турции даже гальку нельзя вывозить из страны, могут оштрафовать. Маньку тем более. Да. О, смотри, а тут красиво. Дева Мария, да? Это она следит за алмазами здесь. Ran down my heart, I let you go. Do it alone, won't let you know. I'm out in the night with someone new. He's not what I want, he's not you. Итак, осталось рассказать, сколько же мы потратили на это путешествие в город Нёрдлинген. Не так уже много. Смотрите, отель нам обошелся в 42 евро 30 центов. В кафе мы выпили чай и съели пиццу за 13 евро 70 центов. И потом в магазине мы купили продуктов на 22 евро.
В сумме это составляет 78 евро. Это совсем немного. Потому что, например, если бы мы ездили по Германии не за Deutschland Ticket, а полностью оплачивали билет, то проезд туда и обратно вместе с Ладой нам на двоих обошелся бы в 108 евро. Представьте, это дороже, чем все, что мы здесь потратили на отель, продукты и кафе. А мы с Ладой будем с вами уже прощаться. Сейчас идем в сторону вокзала, возвращаемся в свой город, будем монтировать это видео для вас. И желаем всем мира, счастья, здоровья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и увидимся в следующем видео. Всем пока! Пока.